Так, друзья, всем привет! У нас начались небольшие работы по нашему новому трактору. Трактор ребят Димы и Игоря. Мойка — это уже второе небольшое дело, которое у нас Алексей делает. Первым делом мы поставили второй аккумулятор, потому что у нас здесь он был один, но в принципе это ничего не критично. Доставили аккумулятор, сейчас споласкиваем все с пеной от грязи. Есть у нас определенный план намеченный, по которому мы будем двигаться. Фары эти мы, скорее всего, поменяем, поэтому на это мы подзабили. По переднему мосту пока ничего делать не будем. Из важных моментов небольших, которые мы сделали, мне Дима сразу сказал, что здесь там стоял сдохший генератор. Мы поставили новый генератор, новая планка генератора. Считай, один аккумулятор добавили, у нас теперь их два. Ну и все подключили. Пока вот так вот. Сейчас мойка. И далее будем загонять в бокс, смотреть, какие моменты. Потому что тут маслица подтекает, там-сям. Вот эти все маленькие моменты надо устранять. У нас точно течет правая бортовая. Но я говорю, повторюсь, мы с ней ничего делать не будем. У нас есть какие-то небольшие подтеки, я заметил, когда мы заезжали в газоны, грузили в машину, то видел, что потек, видимо, опять сальник коленвала. Но в любом случае будем раскатывать, смотреть, что там у нас со сцеплением. И заодно посмотрим сальник коленвала, маховик и корзину. Это второй момент. Третий моментик у нас текла. Вот здесь вот справа тек сальник. Вот тут вот. Это получается полуоси. Тоже на него обратим внимание. Ну и течет ВОМ. То есть все это вам тоже покажем. Вы это все обязательно увидите. В принципе-то каких-то таких громадных переделок по трактору не намечается. То есть нам надо сейчас устранить те моменты, которые есть. Но это достаточно все такое мелочи. По кабине у нас тоже вопросик. Но в целом здесь чистота, порядок. Все хорошо, аккуратно. Нам надо будет сделать глушилку. Потому что глушится он у нас только с насоса, с топливного. Ну и вот такие моменты тоже небольшие добить. В остальном здесь все хорошо и красиво. Масло, наверное, в моторе, кстати, еще поменяем. Ну а сейчас будем это все дело мыть и споласкивать. Сейчас приглашу Лешку, будет водичкой брызгать. Вдруг из маминой спальни кривоногой и хромой выступает умывальник и качает головой. Все, у нас пошли СПА-процедуры. Будем загонять в бокс, раскатывать, смотреть, что и как. Ну, не сказать, что особо грязный, но намыть и с чистеньким работать будет намного приятнее. Кстати, очень многие писали про колеса, их просто так собрали, чтобы сузить колею, и он у нас зашел в машину. Мы колеса, само собой, переставим, и в правильном направлении будет смотреть протектор. Пока фронт работ не такой большой, то есть до первой покатухи достаточно близко. Прошу следить, наблюдать, смотреть. То есть мы сейчас все мелочи устраним и, наверное, поедем на первый выезд. Пишите свои предложения, куда можно съездить, куда бы вы скатались, если был бы у вас такой трактор. Где-то бы на скорость погоняли или поехали бы на оффроуд. Какие-нибудь болота. И попробовать за счет мощности вывести. Освежить нам, наверное, его надо будет по краске. Че ты, Леш? На этом тракторе плавать нельзя, герметичности нет. Да. По боковые стекла двери нельзя заезжать, герметичности нет. Надо нам будет красочку еще освежить. Подкрасим. Оставим его пока в этих цветах. Так, ну все, домываем и загоняем в бокс для дальнейших работ. Так, ребят, по цвету догадались, чей это трактор. И у нас в боксе сейчас на ремонте, на восстановительных работах трактор ребят Комбатов.
Легкая диагностика выглядит вот таким образом. Сразу хочу заметить, что к ребят у нас никаких ни претензий, ни вопросов нет. Мы прекрасно понимаем, что для них это был первый опыт, это первый момент. Второй вопрос того, что мы здесь полностью обеспечены запчастями. На 82-й у нас большое количество деталей, то есть, по идее, можно трактор собрать просто из запчастей, которые есть у нас на складе. К ним есть быстрый доступ. У ребят такой возможности не было. До ближайшего магазина запчастей ехать очень далеко, и не факт, что еще там и будут те детали, которые необходимы. Сейчас чуть-чуть попозже у нас в кадр придет Алексей. Он нам расскажет все технические моменты. Леша уже занимался ремонтом коробки и корпуса сцепления на данном тракторе. После мы с Алексеем ездили уже к ребятам, делали им задний мост, и этот трактор опять попал в заботливые Лехины руки и его смекалистую и умную голову. Вот, поэтому сейчас у нас все выглядит вот так. Из быстрого мы заменили генератор. Он был не рабочий, нам об этом парень сразу Дима сказал с Игорем. Ну и дальше сейчас уже пригласим Алексея, он нам скажет свое мнение и что было заменено. То есть мы готовимся к поездке на оффроуд. У нас сейчас есть прекрасная возможность поставить колеса в правильном направлении, потому что очень много было комментариев о том, что колеса смотрят назад, но мы все это видели прекрасно и понимали, что мы будем с этим трактором работать, и поэтому поставим колеса в нормальное положение. Здесь у нас и сцепление. Нашли, кстати, небольшой момент, Игорь, у нас вот упиралась вот сюда в лапки. Вот эта вот часть. Ну и в целом просто проверяем, дефектуем, смотрим. Мосту правильно. Вы сказали, что ему хана после Тельмана, потому что мы его приподняли. И у нас колеса прям все ходуном ходят. Там, наверное, все подшипники разбиты. Полуоси выкинули. Тоже будет замена. Ну и, в общем, пока вот так вот. Всем привет. Так как нас Роман сказал, что у нас запчасти есть, давайте посмотрим, что мы сделали. Мы начнем с заднего моста. Да, мы скрыли задний мост, решаем сразу несколько проблем. Меняем полуоси, потому что старые полуоси у нас места для сальников, смотрите, все в канавках, поэтому сальники бесполезно менять. Все равно будет течь. Да, поменяли сразу полуоси. Также у нас посадочные места подшипников просажены были. Решили сразу две проблемы. Дальше будем... Полуоси у нас тут стоят новые заводские. Заводские, да. Да. Поскольку ребята достаточно большую нагрузку у нее давали, есть вероятность того, что эта полуось может лопнуть, да? Да, к тому же у нас правая полуось второго образца, который с проточкой под стопорное кольцо. Да, покажу. Ну вот у нас проточка под стопорное кольцо. Угу. Может показаться старым, слабым местом. Да. Также выработка на полуоси. Угу. То есть у нас две с тобой новые полуоси, плюс новые сальники, новые подшипники, новые прокладки. Да, также мы будем решать вопрос по поводу влома, так как у нас здесь есть доступ к этому штифту. Сразу все сделаем, отрегулируем. Дальше поменяли вал на педали. Тормозной получается? Нет, это не тормозной. Да? Вал педалей поменяли, потому что когда выжимаешь сцепление, были люфты большие. Также решим вопрос по гидравлике, по навеске. Ну а самый главный вопрос у нас тек сальник коленвала задний. Мы его поменяли, все поставили на герметик, на прокладку, как положено. Далее протянули все с моментом, как было. Здесь тоже поменяли прокладку. Это у нас корпус сцепления, да, получается. И все поставили на герметик, чтобы исключить течи. Да. А почему мы это делали? Потому что когда мы забирали трактор и грузили его в газон, мы увидели, что у нас вот из этого лючка течет масло. Оно, скажем так, у нас был угол, да, то есть мы заезжали под углом на эвакуатор, потом переезжали, вы это все видели. И получается, эта течь, она была кратковременной, то есть в машине все же, не для пятен, да, но все равно мы решили убрать, потому что мало ли под какими углами будет этот трактор на оффроуде. Далее будем убирать все недостатки, которые нас смущают. По поводу сцепления. Будем менять сцепление. Сцепление будем менять только диск. По какой причине? Ребята у нас поменяли, поставили триали, лепестковую корзину, мы видим. И диск металлокерамика. Сам диск металлокерамики, он по диаметру меньше.
чем тот, который Чем- тракторный у нас, Да. да? Мы взяли новый, он по диаметру будет больше. То есть пятно контакта по Да. работе с маховиком То есть будет видно больше. рабочее. То есть Так, сейчас шло я- вот, будет шире. Мгм. А накинь диск вот новый сюда, посмотрим. Ну, он прям сильно за края вылазит, да. Да. Да, то есть Ну, тут это прям все центруется у нас. по максимуму, да. Масло было вот такого цвета, не знаю, может это нормально, может ненормально. И запаха, да? Да, Ну, и то есть- запах горелый был. Ну, в этом на самом деле ничего страшного нет, нагрузки были большие, мы как бы готовим этот трактор к достаточно длительной и беспроблемной, да, уже такой эксплуатации. Да. Подшипники тоже поставили новые, Мгм. сразу, чтобы потом сюда больше не залазить. Мгм. Есть идея поставить короткоходный рычаг на передаче, чтобы не тянуться за рычагом. Что мы придумаем с этим. Также систему рычагов пока отремонтируем. Это у нас Да, вот это вал всё. отбора мощности. Отбор мощности, педаль тормоза, ручник. Мгм. Все это вот так выглядит. Тоже Что-то всё будет, в порядок да, приведем. что-то будем с этим делать. Также заменили лонжерон, поставили новый. Это у нас завод. Это заводской, да. Да, Вот со по старым. причине, по какой мы его поменяли. Может быть, в Союзе-то и металл как бы был Вот трещина. получше, да. Это тот самый лонжерон, который называется сухом. Ага. Он уже был варен. Он уже был варен, да. То есть это в первую очередь, наверное, влияет на нашу безопасность, потому что мы также хотим попробовать и на задних колесах на нем покататься, и давать нагрузки по бездорожью. И ну, нельзя так было оставлять. Мы эти все детали выкидывать не будем, да, мы их просто сложим отдельно. То есть, если что, сможем. И Так, отдельная посмотрим. песня по переднему мосту у нас будет. Да. Также мы сделаем и установим систему отопления, потому что здесь было ничего не подключено. То есть кран просто без трубок, без всего. Мгм. Все трубки и печка у нас, я точно не знаю, может быть, Наличие? имеется, да. Потому что кабина уже в сборе была. Вот, и заменим вот эти вот шланги на более подходящие, потому что все это порепалось уже, полопалось. Ну, да. И Поставим блокировку, сделаем, кстати, да, Да, надо да. тросик провести, сделать кронштейны. По мелочам очень много работы. Также вот это вот. Поставить штангу родную, тягу. Еще покрути. Ага. Вот это непорядок. По переднему мосту очень сложно все. Я не знаю, надо что-то решать будет с ним. Так, Лёх, он из Тельмана, как бы, мы просто когда задомкратили передний мост, подняли у нас колеса, ну, подшипник, то есть они прям вот так туда-сюда ходят ходуном. Здесь еще про фиксаторы, да, не хватает? Да, здесь вот эти вот штифты отсутствуют полностью Мгм, с двух сторон. с обоих сторон. Да. Но по мосту посмотрим, что на самом деле будем делать. Мы его, наверное, тоже снимем, вскроем, посмотрим, есть ли смысл как бы в него новую жизнь, да? Мы, скорее всего, сделаем так. Мы бортовые поменяем, скорее всего, потому что там очень сильные люфты. Вертикальный, горизонтальный вал, ну, смысла нет менять. Там, потому что я видел, это там был один гудрон, по-моему. Там все на солидоле, да? Да, среднюю часть оставим, может быть, а бортовые поменяем. Один Дифференциал посмотрим. дифференциал. Надо поглядеть, надо посмотреть. По поводу компрессора ждем от вас комментарий, нужно ставить или не нужно ставить. В общем и целом, что у нас тут еще? Отсутствует фильтр грубой очистки. По моему мнению, что его нужно поставить обязательно. А мы Андрею же уже звонили по поводу Да. мотора, он нас тоже тут проконсультировал, дал определенные комментарии. Ну, мы ему еще раз, может, наберем, да, либо сами поставим фильтр. Да и всё. Да. По поводу задних дисков, я не знаю, я не помню, у них это новая резина была или нет? Резина новая, судя по пипулькам, вот по этим. Резина новая, Да, но а вот диски будем уже- менять, Да. и, скорее всего, резину тоже будем менять, потому что, пойдем покажу, обнаружилось Обида, досада. до самого начала. То есть, Да, поровну. блин. Ну, одно колесо, возможно, заменим, да? ну, скорее всего, полностью комплект продадим на Авито кому-нибудь, кому интересно, Да. пишите, звоните. Да. А поставим все, весь комплект новый. Ага. По поводу кабины доработки будут. Это уже на следующих сериях. Мы сейчас устраняем все технические вот эти моменты, косячки и нюансы, да.
А по поводу уже какого-то тюнинга кабины и наших идей, которые у нас есть, мы это будем снимать и показывать в следующих сериях. В общем и целом, работаем. До следующего включения рассказываем что-нибудь еще. Так, друзья, нашими ребятами из мастерской была проделана очень большая работа. Хотя, несмотря на то, что трактор внешне не сильно изменился, но определенные и очень важные изменения у него есть. Еще раз хотим сказать, что у нас нет никаких претензий там, и вас просим строго не судить ребят Диму с Игорем, так как у них не было такого доступа к запчастям. Они находились не в такой как бы близости, и вообще в тех условиях, в которых они этот трактор собирали, все было сделано по максимуму. Сейчас у нас произошли определенные доработки, то есть это уже трактор, он у нас уже ездит. И сейчас мы опять попросим Лешу, чтобы он нам провел экскурсию и рассказал, какие узлы, элементы агрегата мы меняли и почему, собственно, все это делалось. Всем привет. Так, нами была проделана работа. Мы его раскатили полностью. Вскрыли корпус заднего моста. Масло там было не очень важное такое, и цвет не важный. Посмотрели, стружки нет. Мусор, грязь, да, была, но стружки не было. Хотя мы его мыли перед тем. Да. Поменяли полуоси. Сразу начали с полуосей. Полуоси поменяли. Почему? Потому что слишком большая выработка была на старых полуосях. Ну, можно посмотреть. Вот новые полуоси стоят. Ступицы оставили старые. Они у нас крутятся, вертятся, все хорошо. Все вкладыши. Полуоси заводские. Полуоси заводские, да, поставили. Ага. С обоих сторон. Это у нас новый образец полуосей. Это старый образец полуосей. Старый Да, под муфту. Под старую блокировку. Потом поменяли на полуосях внешние подшипники, сразу, чтобы не думалось. Крышки оставили старые, уплотнения все поменяли. По поводу шестерен ведущих шестерен заднего моста оставили пока старые. На них тоже выработка есть, но сдюжит пока. В дальнейшем будут доработки по поводу заднего моста еще. Да, отремонтировали ВОМ, он нам пригодится. Да. У нас сейчас вал отбора мощности. Да, он работает, все. Поменяли Без сальники. люфтов, без люфтов. Да, подшипники, сальники поменяли, все Течи хорошо. никаких Отрегулировали ленты. Он у нас пока просто отключен. Так, по навеске мы, скорее всего, будем здесь делать бар. Потому что, ну... Есть для чего? Есть для чего, да. Потому что, ну, очень страшно. Здесь тоже новый полуось, вкладыши старые, ступицы старые, все. Сняли пока временно поросенка, промежуточную опору. И карданы все сняли. Но это мы тоже покажем для чего. Да. Полностью перебрали гидробак, распределитель. Нам в будущем тоже понадобится все. Очень много было таких неприятных моментов. Вот это все болтается. Тут доваривали, переваривали. Добавляли сальники, уплотнения. Также с фильтром вообще там прикол был. Не могли найти пружину. Пружина была в гидробаке там внутри. Потом половинка клапана тоже была разбросана по всему гидробаку. Ну, такой вот. Вроде мелочи, а их очень много. Да. недостатков. Потом поменяли вал тормозной. Ну, не тормозной, а вот который проходит через корпус заднего моста на педали. Поставили новый заводской. Ждем запчастей оригинальных с завода на ручной тормоз, на включение ВОМ. Потому что там все, большой износ был. Все это поменяли. Большие. Да, Кстати, да. про шланги можно тоже, Лёх, сказать. Да, РВД поставили на будущее, чтобы нам просто подсоединиться и на веску, и на дополнительные линии. Заглушили, Да. да, просто выходы заглушили и установили на распределитель, чтобы, если нам понадобится, то гидравлика будет. Да, естественно, залили новые масла. В задний мост мы Да. залили Задний мост мы залили 80/90. Газпром, да. который мы всегда используем. Поменяли датчик. Давление масла. Да, датчик давления масла поменяли, потому что он здесь тек и был сломанный, просто сломан, он не работал. И аварийный, по-моему. Аварийный нет, аварийный я поставил старый. Который был. Да, он не тек нормально, он все показывал. По поводу генератора, да, генератор новый поставили новый кронштейн генератора, потому что там был большой износ, все это болталось, стояло криво, и поэтому был износ большой у ремня. Ремень пока оставили старый, поставили тягу
фиксация. У ребят было весело, Да. тут на проволоке просто И примотано. держалась, да, за гидробак. Да. Ну ничего, мы вот так вот. А что, вот это подзабыли, наверное. То есть, никуда Растянем. не денется. Ну, остались такие мелочи, которые вот мелочи просто на самом деле. Вот сапун. Надо вывести его на верхнюю точку, потому что, ну, у нас есть планы. Да. Все сапуны поставить повыше на будущее. Вот это вот изделие, класс изделия. На самом деле, я столько раз ударился в это. Денис тоже, напарник, ударился очень много раз, потом мы его сняли. Хотели делать на кабину, но пока это временно, пускай так и будет. Нас это устраивает. Нужно сделать сход-развал. У нас потому что влево руль крутится меньше, чем вправо, то есть колеса поворачиваются. Надо сделать пока временно. Передний мост будем перебирать. Посмотрим, что с ним сделать можно. Да. Посмотрим, что сделать можно. По поводу задних колес пока так. Но все это решается на данный момент. Что у нас еще? Стартер был заменен. Трактор очень плохо запускался. Поставили новый стартер увеличенной мощностью. Магнитон. 12-вольтовый, да, магнитон. Глушилочка, кстати, Да, еще да, глушилочка. нашла. Ну, Да, цена да. вопроса, ну вот и время. 5 минут делов. Да? Пластину? Да, вот знаете, вопрос такой есть. Кто знает, тот знает. Вопрос. Зачем это? Пишите в комментарии. Когда я учился в школе, это 90-е годы, когда я сдавал на трактор, на права, очень много людей над нами прикалывалось за счет вот этой заслоночки. В общем и целом, трактор готов. Сейчас заведем, запустим. Приведем в действие двигатель. И поедем, наверное, да? Давай, Ля. Жми, Леха. Лёха, жми! Лёня, зайчик! Лёша, нажимай! Песня. Просто песня. Вот на самом деле кажется, что вроде мелочи всякие устранили, и особо тут делать-то было и нечего. Но объем работ действительно ребятами был произведен очень большой, целыми днями посвящали время для вот трактора. И у нас здесь уже появилась баночка с запчастями, которые мы тут поставили. Так, ну и сейчас немного экстримчика. Леха вон педаль выкинул. Немножко было. Сейчас попробуем еще разок. Корзина сцепления у нас стоит абсолютно обычная. Лёня, зайчик! Лёша, нажимай! Немножечко было. Сейчас нет никаких течей масла. Ничего откуда не течет. Течет это топливо на асфальте вот здесь. А Лёшка еще не особо привык. О! Да, по поводу сцепления. Сцепление поставили здесь нового образца. Отличается, чем у него отжимные рычаги, как на двенашке, и пружины другие. И поставили диск металлокерамик. Попробуем пока такой конфиг, да? Да, ну он, по крайней мере, лучше точно. Да. Когда поставили на место лепестковое сцепление, там ход педали был очень маленький. То есть лепестки уже были разжаты. В общем и целом, мы уже все здесь сделали, основное, все главное. Осталось все по мелочи. То есть, опять же, мост, но это мелочь на самом деле. И по поводу кабины, маленькую кабину приведем в порядок. Сделаем выхлопную другую, сделаем интеркулер в другом месте с охлаждением обязательно, потому что даже сейчас, например, трогаем пайпы, они холодные, трогаем интеркулер, он горячий. Разница, мы особо не да, ездили. разница в температуре есть. И нам нужно перенести обязательно воздуховод. Хотелось бы переделать газ на тросик, но так как здесь ТНВД в обратную сторону работает, то есть лапка ТНВД, рычаг, то есть на обычных тракторах работает в эту сторону, то есть на кабину,
Здесь работает в другую сторону. Вот себя, да? Да. Также и, например, и глушилка ТНВД 2 рычага в другую сторону работает. По поводу мостов. У нас мосты разъезжаются на данный момент. Да, отсутствуют пятаки вот эти. Видно смещение здесь. И с той стороны еще больше смещения. То есть у нас мост уезжает вперед или назад. Относительно... Нет, Ром. Относительно вертикально. Кастер меняется. Вот. Ну и что самое первое, это мы поменяем задние колеса. И сделаем обязательно что-нибудь с навеской. А так, всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.